Всем привет! Сегодня общий расклад. Многие просили на эту тему сделать расклад. Тема сегодняшнего расклада — события в Украине в марте. Март месяц смотрим, на февраль у меня уже есть расклад. Также я записывала расклад на тему, будет ли принимать участие НАТО, как многие ее называют, именно НАТО в этой войне. И еще один у меня, по-моему, расклад есть, который я не выкладывала, нужно просмотреть. Ну вот сегодня просмотрим март, так как многих интересует, какие же события будут происходить. Давайте смотреть март в Украине. Каким будет март? Будет очень важным месяцем для Украины конкретно, и тут будут значительные такие перемены. То есть будет активное какое-то событие, да, яркое такое событие и активные какие-то действия. Это может быть связано и с наступлением противника, и в целом вообще вот тех событий, которые будут происходить. Давайте посмотрим, какими же будут события в марте в Украине. Какие будут они? Вот что я хочу тут отметить. Недавно, делая один расклад, я его еще не выкладывала. Вот я там видела, что многие говорят о том, что будет якобы наступление, да, и будет очень сложно, будет очень как-то, скажем так, будет разница заметна в бою, и, возможно, даже многое решится в ближайшее время. Но что я хочу тут отметить? Украина достаточно будет себя чувствовать уверенно, несмотря на то, что вот предсказывают какие-то такие страшные прям события. И я уже говорила, по-моему, в том раскладе о том, что события будут меняться. То есть это будет происходить так, что силы будут меняться. То есть 50 на 50. Нельзя сказать, что здесь будет кто-то вот один доминировать. Такого не будет. Это будет происходить все достаточно дозировано и будет меняться. Да, вот все будет меняться на поле боя. Будут, естественно, и поражения, и победы и у одной, и у другой стороны. Этого нельзя исключать, но и говорить о том, что наступление принесет какую-то победу, это тоже неправильно. То есть я этого не вижу. Здесь будет происходить вот все как бы равноправно, можно так сказать. Поэтому я не вижу здесь какого-то особого такого подавления, подавленного духа. Здесь я этого не вижу. Давайте смотреть, что же будет происходить со стороны противника, какие будут действия. Давайте смотрим со стороны противника, какие будут действия. Самые активные, очень такие многообещающие планы уже они есть. И в планах побыстрее бы все вот это завершить, закончить, зачистить, да, если можно так сказать. То есть время поджимает, и нет желания продолжать растягивать это все на долгосрочную перспективу. Хочется вот прям все сразу разрешить. И честно хочу сказать, что настрой достаточно такой активный, да.
в планах уничтожить и побыстрее, и расправиться со всем, зачистить и уйти. Вот смотрите, обязательно выложу этот ролик, и вы убедитесь в том, что все, что я говорю, действительно совпадает. Это как цепочка одного предсказания, да, можно сказать, часть первая, часть вторая, как угодно это можно называть. Будут меняться обстоятельства для одной стороны и для другой стороны. Именно вот в период этих месяцев, о которых идет речь, это февраль, март и, возможно, даже в какой-то степени апрель. Я уже говорила в том своем предыдущем раскладе, который вы обязательно увидите, что март тоже будет очень, ну, достаточно непростым. И события будут меняться. Тут не будет определенно какой-то одной стороны, которая будет преобладать над другой. Это будет все достаточно быстро меняться, да? Здесь быстрый ход событий. Здесь будут моменты, когда действительно будут и непростые такие поражения, ощутимые, и победы, ну, такие маленькие, да, можно сказать, если их так можно назвать. Но, тем не менее, все будет меняться. То есть то, о чем говорят, что это будет прям грандиозная какая-то победа с какими-то, ну, вот тем, что обещают, да, с фейерверком и так далее, я тут этого не вижу и могу это честно сказать. То есть говорить то, что хочется там многим услышать, я не буду и никогда этого не делаю. Говорю то, что я вижу. Да, вот многие залетают на мой канал периодически, ну, люди с достаточно неуравновешенной психикой, которые, видимо, ну, как-то пострадали от каких-то вот, возможно, новостей, событий. И они мне пишут о том, что вот вы говорите всегда для одной стороны, да, вот, скажем так, выгораживаете и говорите приятные, да, вот события, предсказываете для одной из конфликтующих сторон. Но я говорю то, что я вижу, да, как привыкли многие разговаривать, да, на тех землях, что вы такое говорите? Я говорю то, что мне говорят карты, дорогие мои. Если вы хотите слушать ложь и другую информацию, тогда, пожалуйста, прям проходите мимо, даже не открывайте, идите на те каналы, где вам будут петь дифирамбы, говорить, какие вы молодцы и какие победы ожидают. Но я здесь этого не вижу. Я говорю то, что будет быстрая смена событий. Будут и поражения, и победы, и это касается обеих сторон, поэтому не стоит там делать ставки на какое-то наступление, то, что это будет прям какая-то фееричная победа. Нет тут такого. Не знаю, откуда берут ваши тарологи эту информацию, видимо, с потолка, которые говорят о том, что все будет прям тип-топ, но здесь такого не будет. Давайте посмотрим, как себя будет чувствовать в период вот этого триместра, да, вот именно мы берем февраль, март, апрель. Украина на поле боя, как она себя будет ощущать вообще, какие будут достаточно, вот смотрите, достаточно уверенно. Не могу сказать, что это прям будет такая прям вот, скажем, знаете, легкая какая-то победа или легкий путь, но тем не менее очень уверенно. Из этого расклада я чувствую подъем энергии. Это своего рода
такая трансформация, есть фазы, вот, знаете, такого разочарования, потом уверенности и разные, да, вот бывают моменты, но тем не менее найдется какая-то вот, как сказать, м, сила найдется, которая действительно зарядит на оставшийся вот этот промежуток, дойти достойно, продержаться и, скажем так, добиться своих целей. Это 100% я могу сказать. Давайте посмотрим, потеряет ли в ближайшем будущем Украина какую-либо из своих территорий? Будет ли потеря контроля в ближайшем будущем? Будет ли такое происходить? Да, тут может такое произойти. Скажу сразу, что возможно такой момент, что я уже сказала, здесь будет смена, вот такая событие, очень быстрое, очень активное, когда, возможно, будет происходить такой момент, что будет очень больно, неприятно, и придется столкнуться с тем фактом, что контроль на какое-то время, на какой-то промежуток времени будет утерян. Но это не значит, что это навсегда. Это не значит, что это будет длиться постоянно. Да? Тут, опять же, к этому вопросу можно будет вернуться через какое-то время. Но в течение этого времени это реально, это может быть, и к этому нужно очень адекватно, правильно относиться. Это нормально в тех реалиях, которые сейчас происходят. Давайте посмотрим, как себя будет чувствовать соперник в бою в ближайшие 3 месяца. Смотрите, дорогие мои, тут будет момент, когда будет казаться, что действительно соперник не отступает, то есть у него очень серьезные намерения, очень серьезные планы, вот, которые есть, и задачи, которые нужно выполнить. Сразу скажу, что очень многое не осуществится, не получится. Это, возможно, будет с самого начала вот тех самых действий, да, которые начнутся. Поэтому тут будет очень много факторов, которые будут мешать исходу, положительному исходу, на который все надеются и на которую поставлены ставки. Да? Тут, скорее всего, это будет связано с ресурсами прежде всего, и с финансовыми, и это касается и, возможно, техники определенной, и не исключено, что и с духом точно так же, да, если тут, да, какая-то трансформация произойдет, и несмотря на то, что уже долгое время страшные вещи происходят на твоей родине, да, у тебя дома, но тем не менее я вижу, что тут люди найдут в себе силы как-то взять себя в руки и достойно справляться с вот этими препятствиями, то тут я вижу напротив какой-то упадок духа, и это будет связано с какими-то еще сопутствующими событиями.
Возможно, это еще будет связано с давлением со стороны всего остального мира, Запада, да, прежде всего, это тоже очень важно. Это нужно учитывать. Это давление прежде всего будет происходить даже тем способом, что могут быть применены определенные санкции, которые просто так они, опять же, не пройдут, да, они затронут определенную часть населения, это с этим тоже будет связано. То есть я тут вижу, что будут очень сильные препятствия. И это даже может связано с элементарным поступлением той обещанной техники, которую обещали западные партнеры Украине. И это на поле боя, в бою очень будет заметна вот эта разница. И не исключено, что именно это послужит вот таким каким-то разочарованием. Плюс-минус, дорогие мои, здесь не факт, что это будет прям февраль, март, апрель, но я вижу на долгосрочную перспективу. Эта информация мне идет, так как мои расклады, они очень на долгосрочный срок, и они актуальны даже спустя полгода. Поэтому имейте это в виду. Информация нам идет заранее. Давайте посмотрим, принесет ли наступление сопернику победу. Вот такой вопрос. Принесет ли наступление сопернику победу? Но это действительно определенный шанс рассматривается, расценивается как действительно хороший такой шанс, который нужно использовать. А почему бы и нет? Мы будем делать все, чтобы этот вариант и этот шанс использовать. Будет очень сложно, сразу скажу, столкнуться вот просто изначально, с самого начала здесь будет препятствие на препятствие. И почему-то вот мне идет информация о препятствиях, связанных с финансовыми оборотами. Именно в этом будет загвоздка. Может быть, с финансированием, с какими-то вот обстоятельствами, связанными, опять же, с техническими какими-то моментами, да, но тут много чего, это нужно тщательно и глубже разбираться в этом вопросе, и тут можно надолго растянуть этот расклад, разговор, поэтому я хочу так сказать, что будет очень сложно. И возможно даже такой вариант, что будет мысль о том, чтобы договориться о каком-то соглашении, подписать что-то. Но здесь есть такой момент, что мысль об этом соглашении, она не будет озвучена вот прямым таким текстом, да, это будет скорее какая-то такая схема, чтобы все к этому пришли, да, и чтобы это какое-то было такое коллективное, скажем так, решение и западных партнеров, возможно, обращение к руководству Украины, и, возможно, как-то это все было обыграно совершенно вот по-другому. Не так, что вот, да, будет такое обращение, давайте договоримся. Нет, но мысли такие будут, потому как будет очень сложно. Давайте посмотрим, чем закончится это наступление, которое обещают. Чем оно закончится? Чем оно закончится?
очень многое разрешится в ближайшее время. Я уже сказала, это от 2-3 месяцев до полугода может продлиться. Но изначально это неправильный выход из того положения, которое сейчас. И это своего рода ошибка, опять же, как и в самом начале. То есть, возможно, это даже будет стоить кому-то авторитетом, да, своим и своей фигурой, да, я имею в виду вот как перед народом, да. Вот здесь я это так вижу. Изначально это ничем хорошим не закончится для одной стороны и закончится довольно-таки чем-то вот таким особенным, важным для другой стороны. Я так хочу сказать, что как видите, карта дьявола, да, на дне колоды. Здесь действительно искушение, над которым нужно подумать, стоит ли вестись на это искушение, да, стоит ли это того, чтобы, ну, скажем так, потерять очень многое, что дорого. Но я думаю, что здесь все-таки будет выбрана именно та дорога, которая уже намечена, да, назад хода нет, как я уже говорила ни в одном из своих раскладах. Давайте посмотрим, чем это наступление закончится для Украины, чем оно закончится, чем оно закончится. Я тут не вижу, вот, знаете, прям такого облегчения какого-то, прям вот грандиозного, да, вот когда вот действительно отлегло, полегчало, да, какая-то прямо вот есть радость. Но я хочу отметить тот момент, что тут помощь будет идти колоссальная. Она будет продолжаться, несмотря ни на что. И сколько бы времени ни прошло, несмотря на то, что есть информация о том, что когда-нибудь в следующем веке эта помощь оборвется, прекратится, да, всем это надоест, наскучит эта тема, но тем не менее, по факту, по информации я вижу, что это далеко не так. Поддержка будет идти, сколько бы это ни продолжалось, она будет все более активней идти, потому как тут уже замешаны интересы не только одной стороны, но и, скажем так, больше половины мира, да, скажем так. Поэтому я хочу так сказать, что это закончится для той страны, на которую будут наступать, той стороны, довольно-таки неплохо. Здесь появится уверенность в своих силах, какие-то будут сделаны, работа будет проведена над ошибками, которые были совершены, допустим, в самом начале. Это касается и опыта ведения боя, даже вот в этих таких вот вопросах. Это и касается более глобальных таких вопросов. Это своего рода опыт, который будет пройден достойно достаточно. И тут даже может быть такой момент, что, я уже сказала, легко ничего не будет происходить, придется попотеть, придется поработать, придется приложить немало усилий, но я вижу тот момент, что, во-первых, могут вытеснить противника на
очень далекое расстояние, и даже может быть такой момент, что зайдут немного дальше, чем положено. И это не значит, что на этом все закончится, но это значит, что придет уверенность в своих силах, будет подъем духа, будет какая-то вера появится, и такой свет, да, более такой яркий будет, который светит в конце тоннеля, то есть появится уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, у нас все получается, мы можем противостоять, у нас есть на это возможности, силы. И еще хочу отметить такой момент, что не исключено, что тут будет оказана помощь со стороны европейцев не только в виде поставки, да, какой-то техники, помощи и финансовой, и да, вооружением, но это может быть и помощь оказана в бою. Это могут быть вовлечены точно так же какие-то силы, да, и эта помощь окажется действительно полезной и значимой вот в ходе этих событий. А мы смотрим события, которые вот должны вот начаться. Возможно, на тот момент, когда вы увидите этот расклад, они уже начнутся. Поэтому вот, дорогие мои, у меня такой прогноз на ближайшее время. Делитесь своим мнением, что вы думаете по этому поводу. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.